В городе Торопец украинскими войсками был уничтожен склад боеприпасов русских, и это событие меняет ход войны в Украине, предоставляя украинским войскам возможность атаковать более крупные цели. О том, что же произошло в городе Торопец на самом деле и как поражение военного склада изменит ход войны, ты узнаешь подробно и объективно в моем видео. Не будем терять ни секунды, погнали! Итак, на видео с места событий мы видим, что детонация произошла после прилета в арсенал города Торопец Тверской области. Там был расположен крупный российский арсенал боеприпасов, вмещавший в себя огромное количество военного груза, основная часть которого состояла из крылатых ракет и снарядов. На видео, которое мы сейчас с тобой смотрим, военный склад горит полностью, и все оружие, которое есть на складе, даже начинает взрываться. Расположение в городе Торопец военного арсенала было очевидным для украинской стороны конфликта, ибо по этому факту российская СМИ под названием ТАСС еще в 2018 году писала: в городе Торопец по мировым стандартам строится арсенал для хранения ракет и боеприпасов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Вот его прямая цитата. Арсенал в городе Торопец позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и необходимую безопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет 240 тонн. Конец цитаты. Данная информация позволяет нам понять то, что украинский генштаб выбрал целью атаки арсенал в городе Торопец не просто так, вследствие чего огромное количество ракетного вооружения было утеряно российской армией. Эти потери невозможно так быстро заменить, а потому придется потратить несколько месяцев для восстановления запасов ракет. Основная версия, по которой произошла ракетная атака в городе Торопец, говорит о том, что виновником происшествия стал украинский беспилотник, который мог прилететь даже с территории Норвегии. Но при этом многие считают, что данная версия неправдива, а стратегический арсенал в Тверской области был взорван изнутри. Люди в Министерстве обороны России считают, что версия о том, что взрыв в городе Торопец вызвала атака беспилотника – бред. Они считают, что военный склад со снарядами в населенном пункте Торопец был подорван изнутри, заложенной заранее взрывчаткой. Они приводят в пример то, что припасы в взорванном складе в городе Торопец находились на глубине примерно двухэтажного дома под огромным слоем бетона. Беспилотник со своим малым боевым зарядом фактически не может нанести удар на такую глубину. Поэтому версия о том, что виновником взрывов стал какой-то беспилотник или его осколки, для многих звучит неразумно. Основная же версия российских спецслужб заключается в том, что атака на арсенал в городе Торопец была диверсией, вследствие которой были частично уничтожены запасы северокорейских баллистических ракет КН-23, ракеты «Градом», системы ПВО С-300 и Искандером. Взрыв в городе Торопец был такой силы, что вызвал землетрясения и тепловые аномалии, о которых заявили в НАСА. Сейсмодатчики фиксировали на протяжении всей ночи землетрясения, мощность которых оценивалась почти в 3 балла. Многие считают, что быстрое заявление со стороны НАСА о землетрясениях в районе города Торопец довольно подозрительные, ведь США очень быстро опубликовали данные о последствиях удара. Это может означать то, что американцы были в курсе подготовки удара по арсеналу в городе Торопец и, возможно, даже способствовали этому происшествию. На данный момент идет эвакуация населения города Торопец в самом опасном радиусе. В Тверской области объявили частичную эвакуацию города и нескольких населенных пунктов после взрывов арсенала. Частичную эвакуацию населения Торопца проведут по разрешению губернатора Тверской области. Уточняется также, что эвакуация будет проведена конкретно с территории, где тушат пожар и работают силы противовоздушной обороны. Интересно и то, что заместитель главы Министерства обороны России Дмитрий Булгаков в 2018 году рассказывал, что арсенал в городе Торопец может выдержать даже тактический ядерный удар. Но, как мы видим, данная защита не особо помогла арсеналу, который украинцы вынесли и без ядерного взрыва. Дмитрия Булгакова на данный момент держат под стражей, и он обвиняется российской властью в коррупции. Не исключено, что Булгакову могут припомнить плохую защиту арсенала в городе Торопец, которая и стала одной из главных причин массовых взрывов. Интересно и то, что непосредственно перед ударом по складам Министерства обороны России в городе Торопец в воздушном пространстве Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и акватории Балтийского моря были отмечены полеты боевой авиации НАТО, среди которых были 2 F-16 от Польши, 3 FA-50 от Польши, 4 Eurofighter Typhoon
Тайфун от Германии, 2 Еврофайтер Тайфун от Италии, также 2 JAS-39 Gripen от Швеции. Были также и полеты разведывательной авиации НАТО, которые могли значительно повлиять на атаку военных складов в городе Торопец. Это лишь сильнее говорит о том, что вряд ли виновником происшествия был беспилотник. Тем более сложно представить, как данный беспилотник мог преодолеть эшелонированную систему ПВО в Курской области, пролетев где-то 700 километров над Россией. Однако подобную версию не будем исключать. Тем более, что недавно появилось видео о том, как беспилотник все-таки поражает военные склады в городе Торопец. Только этот беспилотник необычный, так как он, скорее всего, реактивный. Возможно, в русский арсенал прилетел беспилотник Поляныця, который является новейшей украинской разработкой. Этот беспилотник презентовал лично Зеленский 24 августа 2024 года, и он имеет довольно неплохие характеристики. Однако сейчас мы оставим рассуждение о том, чем действительно украинцы атаковали арсенал в городе Торопец, и подумаем о том, как это событие повлияет на войну в Украине. В целом, эффект данной атаки довольно значительный и будет отражаться на российской армии на протяжении нескольких месяцев. По крайней мере потому, что в городе Торопец было уничтожено множество крылатых ракет, которые могли атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. На некоторое время украинский народ сможет обезопасить себя от ракетных атак со стороны России. Также подобная атака вызвала огромный резонанс, значительно ослабив позиции российской армии. Атака в городе Торопец обнажила слабые места России, которые заключаются в массовой коррупции в Министерстве обороны, а также в неумении некоторых чиновников хранить государственные тайны. Я напомню, что Дмитрий Булгаков еще в 2018 году выдал местоположение военного арсенала, чем по сути и нарушил государственную тайну. На данный момент в Министерстве обороны проводятся чистки ненужных чиновников. Удастся ли российскому государству победить эту проблему, покажет время. Также после этой атаки украинское государство может решиться на более дерзкий шаг и попытаться атаковать другой арсенал в России, но уже с ядерными ракетами. Предполагаемой целью подобной диверсии может стать Калужская область, но это только догадки. В остальном же атака по арсеналу в городе Торопец не особо повлияет на войну в Украине. Она лишь продлит боевые действия на некоторое время. Как считаешь, в арсенал в городе Торопец попал беспилотник, или же это была диверсия, или даже ракета НАТО? Напиши свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!